Крыши частного дома. Виды, формы, конструкции. Стропильная система – основа крыши. Основой конструкции крыши является стропильная система. Стропильная система задает форму крыши частного дома, воспринимает нагрузки. От правильного выбора и устройства стропильной системы зависит долговечность дома, а также будущие расходы на ремонт и эксплуатацию нового дома. Нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши, делятся на постоянные и переменные. Постоянные – это нагрузки от веса всех элементов крыши, стропильной системы, кровли, водосточной системы и так далее. Переменные включают в себя нагрузки от веса людей и снега на крыше, а также ветровую нагрузку. Снеговую и ветровую нагрузки определяют по картам снеговых и ветровых нагрузок, которые приведены в строительных нормах. Например, на карте России обозначены границы районов с нормальными значениями ветровой или снеговой нагрузки. На карте находится место вашей стройки. Определяете район и нормативную снеговую или ветровую нагрузку места стройки. Основные элементы стропильной системы крыши частного дома. Основные элементы стропильной системы частного дома на примере четырехскатной крыши показаны на рисунке. Стропильная нога, стропила, создает уклон крыши и является опорой для кровли. На стропила действуют силы, которые стремятся деформировать его в двух направлениях – выгнуть дугой и повернуть в горизонтальное положение. Затяжка соединяет между собой нижние концы противоположно расположенных стропил, препятствует расползанию концов стропил в стороны. Действующие на затяжку силы стремятся растянуть ее. Мауэрлат – брус, закрепленный на наружных стенах дома. На мауэрлат опираются нижние концы стропил. Мауэрлат связывает между собой нижние концы соседних стропил, равномерно передает нагрузки крыши на наружные стены дома. Прогон коньковый. Брус, на который опираются верхние концы стропил. Коньковый прогон соединяет между собой верхние концы стропил. Стойка. Поддерживает прогон и воспринимает вертикальные нагрузки, которые стремятся сжать стойку. Стойки опираются на внутреннюю несущую стену дома, как на рисунке. Или на лежень. Брус, уложенный на эту стену. Стойки обязательно должны опираться на несущую конструкцию, внутреннюю стену или чердачное перекрытие, рассчитанное на нагрузки крыши. Подкос препятствует прогибу стропила и испытывает деформацию сжатия. Ветровая балка. Доска, которая связывает между собой стропила на скате крыши. Доска крепится к стропилам со стороны чердака под углом от конька к мауэрлату. Ветровая балка увеличивает устойчивость стропильной системы к ветровым и другим нагрузкам, направленным вдоль конька крыши. Кобылка – доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши. Шпренгель – брус, уложенный в углах дома на смежные стороны мауэрлата. На шпренгель опирают стойку, поддерживающую диагональные стропила. Нарожник – укороченное стропило, верхний конец которого опирается на диагональное стропило. Указанные выше элементы стропильной системы в том или ином сочетании присутствуют в конструкции стропильных систем разного вида. Схемы стропильных систем крыши частного дома. Существует несколько принципиальных схем стропильных систем. В частном домостроении обычно используют две принципиальных схемы стропильной системы с висячими стропилами и с наклонными стропилами. Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов, размеров и формы дома, наличия внутренних несущих стен, желания устроить под крышей дома мансарду, выбора формы крыши из эстетических соображений. В ряде случаев на крыше одного дома применяют и комбинируют из разных стропильных систем. Каждая принципиальная схема стропильной системы имеет несколько конструктивных решений. Стропильная система с висячими стропилами.
Свое название схема получила потому, что верхние концы стропил не имеют специальной опоры – стойки, передающие нагрузку на несущий элемент здания. Верхние концы стропил как бы висят в воздухе, опираясь только друг на друга. Несущая способность стропил обеспечивается только за счет распора затяжки. Стропила испытывают в данной схеме деформации в нескольких направлениях. Под действием нагрузки стропила сжимает, выгибает дугой и поворачивает в горизонтальное положение. Ригель на левом рисунке работает как на растяжение, так и на сжатие, в зависимости от величины и распределения нагрузки по скатам крыши. Подвес бабка на правом рисунке испытывает деформацию растяжения. Стропильная система с висячими стропилами имеет достоинство. Не требует промежуточной опоры в виде устройства в доме внутренних несущих стен или перекрытий, рассчитанных на нагрузки крыши. Затяжки могут быть использованы в качестве несущих балок чердачного перекрытия. И недостатки. Детали стропильной системы нагружены сильнее, чем в других системах. При одинаковом размере крыши приходится применять детали большего сечения или увеличивать количество стропил. Все это увеличивает расход пиломатериалов, а значит и стоимость строительства крыши. Не применяется при малых углах наклона скатов менее 30 градусов, при малых углах напряжения в деталях стропильной системы, а значит и их размер значительно возрастает. Стропильная рама с висячими стропилами имеет меньшую жесткость, благодаря тому, что положение стропил взаимно зависимо. Например, деформация под действием нагрузки стропил на одном скате приводит к значительному изменению положения стропил и другого ската. Крыша гуляет и расшатывается, особенно при неравномерной нагрузке скатов. Страдает от этого прежде всего кровельное покрытие. В случае неравномерной нагрузки на один из скатов снег, ветер, крыша с висячими стропилами оказывает значительное боковое давление на стены дома в сторону менее нагруженного ската. Стропильную систему с висячими стропилами в частном домостроении рекомендуется применять для перекрытия пролетов до 6 метров. Недостатки системы в этом случае менее выражены. Стропильная система с наклонными стропилами. В стропильной системе с наклонными стропилами верхний конец каждой стропильной ноги опирается на прогон, который через стойки передает нагрузку на внутреннюю несущую стену здания. Благодаря наличию опоры у верхнего конца стропильная система не создает распора. Давление на стены в горизонтальной плоскости в противоположных направлениях на нижних концах стропил. В системе с наклонными стропилами не нужна затяжка для компенсации распора. Детали стропильной системы и несущие стены дома менее нагружены. При устройстве мансарды такую крышу удобно опирать на аттиковые стены. Продолжение наружной стены выше перекрытия, высотой 1–1,5 метра. Стропильная система с наклонными стропилами имеет достоинство. Универсальность, пригодна для устройства крыши с пролетом до 16 метров. Для монтажа на легких стенах, каркасных, деревянных, для крыш с малым углом наклона скатов. Крыша с наклонными стропилами имеет меньший вес. Расход пиломатериалов проще в монтаже, чем такая же с висячими стропилами. Менее чувствительна к неравномерной нагрузке на скаты. Меньше деформации и действия боковых сил на стены дома. И недостатки: требуют дополнительной опоры. Несущие стены внутри дома или перекрытия, рассчитанного на нагрузки крыши. Стропильная система для устройства мансарды. На рисунке показана стропильная система для ломаной крыши мансарды. В этой стропильной системе используются как висячие стропила, так и наклонные. Стропильные системы, основанные на указанных выше принципиальных схемах, имеют множество конструктивных решений. Например, внутренняя несущая стена не обязательно должна располагаться по центру крыши. Вместо одного конькового прогона или кроме него стропила на длинных скатах дополнительно опираются на прогоны, размещенные в промежутке между коньком и мауэрлатом.
Стропильные фермы. Стропильные фермы имеют более сложную конфигурацию деталей, расположенных в одной плоскости. Расчет и оптимизация стропильной фермы производится с помощью компьютерной программы. Фермы, как правило, изготавливают в заводских условиях с точным соблюдением размеров деталей из хорошо высушенной древесины. Фермы сконструированы так, что передают на наружные стены только вертикальную нагрузку. Крыша с использованием стропильных ферм получается более легкой. Нижний пояс фермы обычно делают горизонтальным, так чтобы он выполнял роль балки чердачного перекрытия. Стропильные фермы позволяют перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. В частном домостроении их выгодно применять вместо стропильной системы с висячими стропилами при длине пролета более 6 метров, а также при малых углах наклона скатов менее 30 градусов, в том числе для односкатных крыш. Недостаток стропильной фермы один – это высокая стоимость изделия. Проектирование стропильной системы крыши. Конструкция стропильной системы дома должна быть проверена. При расчете на прочность учитывают, кроме нагрузок, угол уклона скатов и форму крыши, а также вид стропильной системы и коэффициент запаса прочности. Стропильная система состоит из многих элементов. На каждый элемент действуют силы, разные по величине и направлению. На стропильную систему в целом и на отдельные ее детали действуют нагрузки, направленные вертикально, горизонтально и стремящиеся повернуть деталь. При проектировании стропильной системы принимают во внимание, будет ли на крыше чердак или мансарда, наличие окон в кровле или фронтонах, условия опирания стропил на стены, форму плана дома и другие факторы. Крышу дома лучше и правильнее возводить по проекту, выполненному специалистом, проектировщиком. Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектирования. Стропильная система крыши частного дома должна отвечать следующим требованиям. Стропильная система должна быть прочной и жесткой. Изменения формы или размеров крыши под действием нагрузок не должны превышать допустимых величин. Крыша должна быть легкой, чтобы своим весом меньше нагружать стены и фундамент дома. Стропильная система не должна передавать распор усилия в горизонтальной плоскости на стены дома. Стропильная система должна быть долговечной. Замена или ремонт стропильной системы – дорогое удовольствие. Для выполнения первых двух требований стропильную систему выполняют из отдельных линейных элементов, собранных в конструкции в виде треугольника. Отдельный плоский треугольник стропильной системы из двух стропил и связанных с ним деталей называют стропильной рамой или фермой. Стропильные рамы или фермы, установленные на стенах параллельно друг другу на определенном расстоянии, и образуют стропильную систему крыши. В спроектированную специалистом стропильную систему нельзя по собственному желанию вносить изменения. Добавление или исключение любой детали приведет к перераспределению нагрузок на другие узлы системы. Даже изменение числа гвоздей для соединения деталей может привести к разрушению дома. Например, увеличение количества гвоздей, которыми прибивают стропила, может привести к появлению недопустимого распора на стены. Старайтесь сделать стропильную систему симметричной. Симметричное расположение стропильных ног, стоек, подкосов позволит равномерно распределить нагрузки по скатам крыши, что повысит устойчивость крыши и стен. Для удаления влаги из деревянных деталей крыши и конденсата чердачное пространство должно вентилироваться с помощью продухов. В мансардных крышах для этого устраивают вентилируемые зазоры. Для защиты от влаги мауэрлат и другие деревянные детали стропильной системы отделяют от каменной кладки стен гидроизоляцией. Если этого не сделать, то дерево быстро загниет. Стропильную систему для частного дома делают из дерева. В каркасных домах с металлическим каркасом для изготовления стропильной системы также используют металлические профили. Как и почему крыша распирает и разрушает стены дома. Под действием нагрузок нижние концы стропил стремятся разъехаться в стороны. Силы, действующие на нижних концах стропил,
и направленные горизонтально в противоположные стороны, называют распором. Распор стропил бывает так велик, что стены не выдерживают, изгибаются. Стены и стропила трескаются. Крыша в результате местами проседает, дом разрушается. Такую картину нередко можно видеть, если строительство крыши выполнено неумелыми строителями и к тому же без проекта. Почему распор передается на стены? Ведь выше в статье сказано, что в стропильной системе с висячими стропилами распор компенсируется затяжкой, а в схеме с наклонными стропилами распора вообще не возникает. Эти утверждения правильны, если рассматривать схемы стропильных систем на бумаге. В реальности все детали стропильных систем под действием нагрузок деформируются, то есть меняют свои размеры и положение в пространстве, укорачиваются, удлиняются, изгибаются, поворачиваются. К деформациям от действия нагрузок добавляются колебания размеров деталей при изменении влажности и температуры. В местах соединения также имеется некоторая подвижность элементов стропильной системы. Представить себе, что в системе с висячими стропилами затяжка по каким-то из указанных причин удлинилась и перестала воспринимать на себя усилия распора, в результате распор начнет передаваться на стены. В системе с наклонными стропилами то же самое произойдет, если, например, сожмется стойка. Верхний конец стропил потянет опору, наклонные стропила начнут работать как висячие. Вся нагрузка распора начнет передаваться на стены. Кроме того, увеличится нагрузка и на стропила, которые не рассчитаны на работу в режиме висячих стропил. Здесь два варианта. Или не выдержат стены под действием распора, разойдутся в стороны, позволив стропилам немного повернуться и снова опереться на стойку. Или разрушится, треснет стропила, не выдержав нерасчетной нагрузки. Легко деформируются под действием распора деревянные стены из бруса, бревна, а также каркасные. В литературе по строительству можно встретить утверждение, что стены из каменных материалов выдерживают большую нагрузку распора. Но в современном частном домостроении, благодаря применению утеплителей, толщина каменных стен значительно уменьшилась. Для кладки стен часто используются более легкие и хрупкие материалы, например, газобетон. Защита каменных стен современного частного дома от повреждения распором не менее актуальна, чем для деревянных. В следующей части мы расскажем о том, что необходимо делать, чтобы крыша не разрушила дом.